Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я вот тут на днях в очередной раз забирала пакет, который мне передали из ателье с обрезками, и поняла, что у меня скопилось очень много всяких обрезков подкладочной ткани, всякой разной, всех цветов и оттенков. Поэтому решила что-то с ней сделать, что-то изобразить. Я не знаю, вот это подкладка или это атлас, такой какой-то вот, тоже такое же, как подкладка, только поплотнее. Буду делать декор. Всякие цветочки и листочки, конечно же. Я складываю вот так вот. Вот так вот я прострочу, как по форме листочка. И оставлю вот отверстие одно небольшое. Вот сейчас покажу. Вот так прострочила и ножничками вот обрезаю лишнее. Это пойдет у меня в пиццу в будущую. И выворачиваю через отверстие. Ну вот, потом беру, заворачиваю здесь вот этот краешек вовнутрь и зашиваю его аккуратненько. Я напомню своим гостям своего канала не забудь подписаться, а тем, кто подписался уже, не забудьте нажать колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. И, конечно, не сдерживайте себя, ставьте лайки, пишите комментарии. У меня получился листочек, и я хочу его еще, чтобы он у меня был как настоящий. Я вот так вот его стягиваю. Можно с двух сторон стянуть, можно посередине вот эту вот строчку проложить вот так вот. По-другому немножко будет. Как захотите, так и сделайте. Можно разные листочки по-разному сосборивать. А для того, чтобы цветочки делать, я нашила вот таких вот ленточек самых разных, разного цвета, разного размера, и потоньше, и потолще. Вывернула их на лицевую сторону. И сейчас покажу. Но вообще вот эта вот длинная у меня, вот она 45 сантиметров, и она узенькая. Ее можно разделить на две, и на два кусочка отрезка, и прекрасно получится два цветочка. Вот широкая, вот ее всю надо, потому что чем толще, больше вот эта ширина, тем длиннее нужна ленточка. Я буду делать вот из этой вот, она такая черно-серая, цвет асфальта. Я уже показывала в каком-то видео, как такие цветочки делать. Ну, это недолго, я покажу прямо очень быстро. Вот так вот сосбариваем все. Причем я тут даже не смотрю, какие я складки делаю, чтобы они были одинаковые. Какие получаются, такие получаются. Они все равно более-менее равномерные получаются. Я прям вот вдоль шва, который проложила, сшили и стягиваем. Складываю с этим краешком и зашиваю. Сначала делаю узелок, чтобы уже стянутое в этом положении все оставалось. А потом просто вот так вот, чтобы скрепить в эту сторону. Потом такие же стежки. Ну вот я нитку взяла серую, она не очень видна, но я думаю, понятно. Просто зашиваем. Вот у нас получился вот такой вот цветочек. Вот, посмотрите. Я здесь какие-то уже пришила, какие-то вот просто приколола. Листочки уже пришиты. Здесь приколот еще цветочек не пришит. Берем ту же самую нитку. Я украшаю свой чехол для швейной машинки другую сторону. Первую сторону я вам показывала уже, вы видели, да? А это другая сторона. Я просто, чтобы не шить новое изделие какое-то, это можно сделать на сумке, можно сделать, ну, где хотите, хоть на платье, хоть где. Берем просто и вот такими стежочками незаметненькими. Вот этот шовчик, который у нас вот здесь, вот мы его подворачиваем внутрь, и там внутри он остается. Стараемся прям вот краешек цветочка вот цепануть где-нибудь в складочке. Я не боюсь, тут у меня даже на обратную сторону, сюда вот наизнанку, практически никаких стежков не выходит.
потому что здесь несколько слоев ткани и синтепон. И я все делаю вот поверху. Там, где шов у меня, я там лучше пришью, потому что место потолще. Конечно, я думаю, что на сумку вряд ли подкладочная вот эта ткань подойдет, потому что, ну, сумка все-таки, она замахрится со временем, во время носки, начнет какие-нибудь затяжки появляться. А вот если такого плана делать из атласа, то, наверное, подолговечнее будет. А может, и на сумку можно. В конце концов, что нам стоит новую сшить, если здесь что-то испортится? Или отпороть просто цветочки. Листочек вот маленький сделала, вот здесь вот маленький сделала. Темно-зеленый я сделала побольше. Если вот эта вот часть очень сильно выступает, можно ее вот прижать так, тоже защипить, несколько стежочков сделать. Я, кстати, видите, вот здесь вот попробовала среднюю часть бисером пришивать, вот на этом цветочке. Видно? Ну, у меня сломалась бисерная иголка, и я подумала, да ну нафиг, не буду бисером. Но один цветочек вот такой получился. Вот еще один, это я сделала, очень короткая лента была. И я ее вот чуть-чуть сосборила, а остальное просто вот так вот завернула. И получилось вот такой вот цветочек. Вообще эта ткань подкладочная мне очень понравилась. Мне понравилось с ней работать. Она мягенькая такая, складочки такие мягкие формировать. Очень удобно. Надеюсь, вам тоже понравится. И вы тоже что-нибудь такое сделаете интересное. Так, продолжаем. И листочки точно так же я пришивала. Где мне захотелось вот складочку, я вот здесь вот шовчик сама проложила, заложила эти складки. Вот. Но потом не стала даже мучиться, потому что просто во время шитья я могу вот просто эти складки зашивать. Посмотрите, если одинакового цвета, вот я взяла подкладку одинакового цвета и вот на более-менее подходящего цвета фоне пришила, как можно украсить платье. А если черное на черном, например, у меня просто вот не было точно такого оттенка. Здесь вот, видите, она переливается вот в одном направлении, она прям подходит под эту ткань. Вот зависит от того, как свет падает. Вот здесь вот этот вот, по-моему, кусочек. Я прямо здесь сшила из двух, когда сшивала ленту, сшила одну изнанкой, вторую лицом. И вот, смотрите, как получилось, прикольно. А представьте, даже на свадебном платье, белое на белом, вот такое вот, какая красота, можно пустить, вот как-то так вот посмотреть, как пустить эти цветочки. Я вот специально делала некоторые отверстия вот побольше. А если все стянуть получше, вот сделать маленькие отверстия. Посмотрите, можно ведь всякие и бусины использовать. У меня вот пуговички есть, я сейчас положу. Смотрите, как прикольно получается. Вот, ну можно бусины любые подобрать там по цвету. Мне кажется, так вот прикольно выглядит. Вот я какие-то сделала вот поменьше цветочки, какие-то покрупнее. Можно разных размеров сочетать. И обратите внимание, я их нашивала кое-где прям вот один на другой. Они там где-то внахлёст. Девочки, еще посмотрите, вот кромка. Я взяла кромку, и можно ее, ну вот, потоньше, где сторона у меня тут обрезана. Вот так вот подрубочным швом просто подшить. Вот так вот. И также сосборить, как и предыдущие цветочки мы сборили. Но только вот с нижней стороны, там, где подшито будет. Сейчас покажу, как получилось у меня. Посмотрите, из голубых кромок я сделала такие василечки, получились прикольные. Вот. Вот такой букет. Ночные васильки. Васильки в ночи. Можно еще и вышивкой дополнить, какие-нибудь стебелечки вышить там вот на пустых местах. Но я уже не буду. Самая главная идея уже есть. Вот использовать ткань подкладочную в качестве вот такого декора. По-моему, очень симпатично получилось. Моя машинка будет с одной стороны вот такая строгая, с другой стороны такая вся в цветах и бантиках. Василечки просто пришила вот
ну, кое-где вот прихватила тут по бокам. Получилось очень симпатично. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.